Табуреточка. Вот такая рыбацкая. Куда без нее? С нее все начинается. Надо приехать, присесть, разложиться и уже начинать потихонечку. Доброго часа всем, друзья! Отвечу на один из самых популярных вопросов о моем инструменте, что нужно для начала для работы. Итак, самое первое, особенно жарко, если погода, это светлый головной убор, светлая маечка, табуреточка, вот такая рыбацкая. Куда без нее? С нее все начинается. Надо приехать, присесть, разложиться и уже начинать потихонечку. Ну, давайте по порядку. Здесь все разложил, все в куче, но попробую. Так, ну, надеюсь, видно. Ну, подготовительный инструмент обязательно: молоток, долото, чтобы что-то отбивать, прибивать, плоскогубцы. У меня погорели они случайно, надо поменять. Значит, подготовительный инструмент и для монтажа сетки вот такой чемоданчик, отверточка, что если дюбель как-то надо выкрутить, отвертка очень удобная, вот такая, переставляется на шлиц и на крест. Вот. Дальше также в подготовочку идут такие бокорезы для перекусывания сетки, проволоки. Щетка по металлу, обязательно мерные стаканчики, твердая щетка, ножницы, если надо что-то отрезать, обрезать, нож. Дальше к подготовительному инструменту, наверное, так, отнесем электроинструмент. Шуруповерт, желательно, можно какую-нибудь дрель, защитные очки, можно солнцезащитные. Ну, болгарочка и перфоратор, это всем понятно. Все различные диски и насадки. Диски для обрезки там сетки, например, я использую миллиметровой толщины, очень хорошо режут. Вот такая абразивная чашка для удаления битумов, там для зачистки, может быть, и высолов или еще чего-то, ну тоже для подготовки основания. Вот такой сухорезик, если надо что-то пропилить, отпилить. Ну, естественно, буры всякие разные, там щеточки. Обязательно вот такая насадочка 8-миллиметровая. Это для того, чтобы может где-то открутить профлист. В основном кровельные все эти саморезы по металлу идут под такую биту. Сверлышко 3 миллиметра высверливать клепки. Ну, в наборе, конечно, несколько и клепок должно быть. Так. Мелкая отверточка для каких-то электромонтажных работ. Ну, светильник открутить, там выключатель. Ну, тоже она такая простая. Ну, выручает иногда. Ну, какие-то саморезы там туда-сюда. Лезвие для ножа. Пика. Тоже подготовительные элементы. И лопатка. Также у меня в наборе для болгарки ключ. Ну, в принципе, здесь по электроинструменту все. Аптечка еще, конечно, нужна. Но у меня тут есть влажные салфетки, изолента, какой-то бинтик с лейкопластырем. Так, дальше основные моменты. Давайте вот так. Сейчас, опа. Гребенка 6 миллиметров. Конечно, надо в коллекцию еще 8 миллиметровую. Тоже очень хороший вариант. Вот такой технический шпатель с скругленными углами. Это чистить тазик очень удобно. Тазики и ведра я пока не беру во внимание. Резачки. Вот основные резаки. От 10 миллиметров до 15 миллиметров. Разные у них ячейки. Более остроугольный, более скругленный, более прямой, такой более квадратный.
Этот из тонкого металла для более мягких работ. Это тоже скругленный. Кстати, термоклей, вот этот, если оставить рюкзак случайно на солнце, на жарком, он расплавляется, как показала практика. Я сейчас переделываю, беру на холодную сварку. Вот здесь замазываю, и она температуру удерживает. Значит, эти резачки, ну, можно вот таких два спихинчика приобрести, но у меня вот такой формы. Если инструмент грязный, не обращайте внимания, я периодически от объекта к объекту занимаюсь его почисткой и помывкой, потому что нет времени, бывает, уделить, когда работа кипит. Вот такие шпателя, обязательно разных размеров, рабочая лопата, кельма для венецианцев, остроугольный. Такой вот закругленный. Так, ну, здесь еще такой у меня нож с вырезом для заделки швов кирпичной кладки. Вот такой еще нож. Это для миксера. Он пригодный. Вот еще, кстати, резачок. Практически им не пользуюсь. Вот такой ключик иногда тоже выручает где-то что-то открутить. Ну, нож резиновый шпателек. Абразивная губка. Очень редко встречается. Так, ну еще из полезных инструментов вот такой зайцевидный, или как-то он называется. Ну, из нержавейки, в общем. Ну и тут тоже шпателечки, кисточки, сокол штукатурный. Ну, иногда выручает на фасадах, вот так одевается у него ручка, и можно много раствора наложить и с него работать. Ну, иногда выручает. Этот из черного металла, поэтому поржавел. Ну, вот хороший тоже шпателек амеровский из нержавейки. Очень хорошо им делать тонкие швы, прорезать. Так, это показал. Дальше. Так, немного подвину, чтобы все было видно. Вот такие стеки. Наборы продаются в Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет, каких-то для творчества магазинах, там Леонардо, по-моему, должны быть. Их 6 штук, где-то еще один запропастился. Ну, редко ими пользуюсь, конечно, но удобно по мягкому раствору с ними работать. Так они очень нежные, они там для глины. И уже схватившийся раствор они просто не берут. Ну, в коллекции надо иметь. Вот еще, кстати, один резачок. Так, касаемо нарезки. Рулетки разметочные. У меня две, удобно. Одна с собой, одна где-то лежит. Тоже абразивная губка, можно обычную, для мытья инструмента. Довольно-таки хорошо подходит. Вот такой шпатель сотка, тоже немножко я его подрезал, углы скруглил, с таза, с ведра, удобно набирать и накидывать раствор. Кисточки всевозможные. Собака съела кисточку. Ну, еще такой тоже шпателек выручает. Иногда приходятся такие работы, когда он нужен. То есть набор шпателей должен быть любого калибра и любого формата, на мой взгляд. Ковш штукатурный, ну, в основном я им накладываю, как мерный у меня ковш, я с него не кидаю. Так, газовая горелка с баллоном, валики. Ну, коллекция валиков разнообразная. Вот, это полиуретановым герметиком обмазано. Вот это затиркой для плиточного клея, танчик. Это цементным раствором с гидроизоляцией. И такие тоже еще маленькие для
труднодоступных мест. Тоже полиуретан. Вот такие валики. Технический такой шпателек. Ну, что-то где-то ковырять. Не жалко было. Далее, уровень. Уровень вот большой использую, 80-й, капровский, но ему уже 100 лет в обед. Опять уже грязно. О том, чем я мою инструмент, у меня есть на канале ролик «Очистка инструмента» за 3 рубля. Очень действенное средство. Вот периодически там я мою им инструмент. Капровские уровни очень высокоточные. Мне он очень нравится. Погрешности практически нет. Такой у меня еще маленький уровень, 40-очка. Кстати, уровень обычный, дешевый, но, как оказалось, точнее, чем другие аналоги. Наколеннички. Мучился я с коленями и понял, что надо вот такие вот взять. Разные были наколенники, именно строительные. Все это ерунда, у них неудобно, передавливают они под коленом. А в этих мне удобно, это спортивные наколенники для волейбола, для там еще каких-то видов спорта подходят. Надел и нормально у них работает. Так, ну обязательно. Давайте покажу. Это миксер, удлинитель, опрыскиватель. Любой, большой, малый, какой угодно. Куча ведер, тазов, чайник с кружкой на объекте. Ну, это к инструменту не имеет никакого отношения. Вот. Ну и покрасочный чемодан, кисти различные. Краски в маленьком объеме перемешиваю такой насадочкой, это со старого домашнего блендера. Очень хорошо справляется со своей задачей. Значит, кисти разного калибра, подрезанные, вот, остроконечные, что если где-то надо какую-то капельку отмазать без лишней намазки, так сказать. Ну, для прочистки, там зубные щетки всякие разные, цветовой круг для начинающих. Ну, я им как бы особо-то и не пользуюсь уже. Купил, он как новый лежит 2 года. Вот. Ну, иногда может выручить. Если запутались, бывает такое очень жарко и перекипела голова, и забываешь просто, какой надо цвет подбавить, вот, чтобы получить какой-то оттенок. Ну, бывает. Может быть, кстати, кому-нибудь пригодится. Так, ну, покраска пульта. Просто вот такой Wagner W450. Мне он нравится, потому что он пылесосного такого плана. Им и обеспыливать очень удобно. Вот. Для обеспыливания сюда приклеиваю насадочку от обычного пылесоса, такую с тонким соплом. Не могу это. Ну, в комплекте идет вот такой бак с широким соплом. Для грунтовки хорошо, для базового слоя краски довольно хорошо накладывает. Вот. И тоненькое сопло 0,8 мм для тонких работ. Насадочка. Еще бывают разные, там 1,8 мм, 2,5, ну, кому как удобно. Ну, чем привык работать. В Вагнере мне нравится большой плюс, что он работает, я им по 8 часов без передышки могу работать, и он тянет. Обычные дешманские уже давно, наверное, сгорели. Ну, у меня и как бы 2 штуки было, сгорели. Не выдерживают они такой нагрузки, там на полчаса работать, полчаса отдыхать. Ну, вот такой вот краткий обзорчик по инструменту провел. Кому полезно, дополняйтесь инструментом. Вот. Чего-то, конечно, не хватает. Я забыл. Кадушечку сейчас покажу для таза.
меня она сделана вот из столешницы 38 миллиметров. Знаете, как под мойку круг вырезается. Вот. И сюда поворотные колесики. У меня 75 миллиметров, можно поставить сотку. Иногда бывает не выдерживают, ломаются. Видите, меняю уже разные. Где-то новые, где-то старые. Сито для песка. В основе лежит ячейка сварной сетки 12,5 на 12,5 миллиметров. Потом ставил 6 на 6 миллиметров сетку, но все равно крупные частицы. Сюда сверху поставил тканную сетку, ячейка 3,5 на 3,5 миллиметра. Вот это мне уже нравится хорошо. Поэтому досеивать песочек через это сито в принципе удобно. Размер его сделал так, чтобы оно становилось на таз и не падало. И сразу над тазом сеется песочек. Перчатки прорезиненные. Вот такой краткий обзор на инструмент. Смотрите, докупайте, дополняйте. Может быть, что-то еще нужно в коллекцию. Пишите в комментариях, что по вашему мнению еще помогает в работе. С вами, как всегда, был Александр, канал Каменный Декор. Желаю всем творческих успехов. До новых встреч в видео. Пока.